Привет! Сегодня мы будем вместе строить фразы на русском языке. Первая фраза, наши первые слова, наш конструктор. Просить, попросить, коллеге, помощь и помогать, помочь, они. Здесь мы хотим дать рекомендацию, мы хотим дать совет, и нам нужен императив. И мы говорим не с одним человеком, а с большой аудиторией. И авторы этого совета, они говорят с большой аудиторией, со всеми людьми, которые заходят на сайт и читают этот совет. И как мы говорим? Просите или попросите? Мы хотим сказать, делайте это регулярно. Поэтому мы говорим просите. Просите кого? Коллег. Просите о чем? О помощи. И мы рекомендуем не только просить, но также мы рекомендуем помогать. И мы тоже рекомендуем делать это регулярно. Мы говорим помогайте. Помогайте кому? Им. То есть коллегам. Просите коллег о помощи и помогайте им. Следующая фраза. Это улучшать, улучшить ваши отношения. Здесь мы обещаем, вы получите результат. Это улучшит отношения. Чьи отношения? Ваши отношения. Мы можем сделать акцент на процессе и сказать так. Это будет постепенно улучшать ваши отношения. Может быть, ваши отношения очень плохие, и нужно время, чтобы их улучшить. Следующая фраза. Люди, любить, давать, дать советы и быть полезной, полезно. Люди любят давать советы. Люди что делают? Любят. Любят что делать? Давать. Давать что? Советы. И еще они любят быть какими? Полезными. В детстве я хотела стать кем? Ветеринаром. А люди любят быть какими? Полезными. Люди любят давать советы и быть полезными. Ведь это повышать, повысить самооценка. Здесь мы констатируем факт. Это повышает что? Самооценку. Вот в этой статье говорят, что общение с природой повышает самооценку. И вот как мы сказали здесь, помогайте коллегам, это улучшит ваши отношения. Также мы можем сказать, гуляйте в лесу и разговаривайте с деревьями, это повысит вашу самооценку. Или мы можем сообщить факт, поделиться фактом. Люди любят давать советы и быть полезными, ведь это повышает самооценку. Но важно выбирать, выбрать правильный, правильно момент, чтобы не быть навязчивой, навязчиво. Давайте начнем со слова момент. Момент какой? Правильный. И нам нужно его выбирать или выбрать. Можно сказать и так, и так. Если я говорю, нужно выбирать правильный момент, я говорю о процессе выбора или о выборе, который мы делаем регулярно. Если я говорю, нужно выбрать правильный момент, я говорю о моменте выбора одного конкретного правильного момента. И момент правильный, но выбрать правильный момент важно. Чтобы не быть каким?
навязчивым. Люди хотят быть полезными и не хотят быть навязчивыми. Но важно выбрать правильный момент, чтобы не быть навязчивым. Не стоит попросить коллега о помощь, если он очень занят или устать. Когда мы не рекомендуем что-то делать, мы можем сказать «не надо этого делать» или «не стоит этого делать». Делать действие, сделать результат. Мы говорим, что не нужно действие. Действие не нужно. Не надо этого делать. Мы никогда не говорим «не надо этого сделать» или «не стоит этого сделать». Не надо делать, не стоит делать. Поэтому не стоит просить. Не стоит просить кого? Коллегу. Просить о чем? О помощи. Если он очень занятой или занят. Если я говорю, что человек занятой, я хочу сказать, что у него такой стиль жизни. А если я говорю, что человек занят, значит, он занят в этот момент. Он в этот момент что-то делает. И еще можно сказать, что занятой человек все время занят. Он занят, она занята, они заняты. И когда человек очень много работает, он очень занятой и постоянно занят, то он устает. И он часто говорит «я устал» или «я устала». Не стоит просить коллегу о помощи, если он очень занят или устал. И о слове «коллега». Мы говорим «он мой коллега» и «она моя коллега». Слово «коллега» мы не меняем. Нам не важно, мальчик или девочка – это коллега. Совместно, совместный, работа над проект тоже укрепить отношения. Работа какая? Совместная. Работа над чем? Над проектом. И здесь есть два варианта. Мы можем констатировать факт. Совместная работа над проектом укрепляет отношения. Или мы можем сказать о результате в будущем. Совместная работа над проектом укрепит отношения. Если вы будете работать вместе над проектом, ваши отношения станут лучше, они станут крепче, они станут более крепкими. Это все фразы, и теперь читаем весь текст. Просите коллег о помощи и помогайте им. Это улучшит ваши отношения. Люди любят давать советы и быть полезными, ведь это повышает самооценку. Но важно выбрать правильный момент, чтобы не быть навязчивым. Не стоит просить коллегу о помощи, если он очень занят или устал. Совместная работа над проектом тоже укрепит отношения. В описании к видео вы найдете бесплатный PDF, и вы можете проделать это упражнение еще раз, но уже самостоятельно. Или хотя бы просто более внимательно почитать текст и полюбоваться на разноцветную грамматику. Если у вас есть вопросы, напишите в комментариях, и скоро увидимся. Пока!